Представители знака зодиака, близнецы, близнецы мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп. События до конца октября 2023 года. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И у нас сегодня прекрасная, замечательная колода мудрого таролога с большим опытом, более 40 лет, и одновременно художницы Колет Барон Рид. Это колода добра. Она прорисовала ее традиционно, 78 карт, как бы, но изображение подала с позиции позитивной психологии, мои дорогие. Вот будем добры сами к себе и к собственной душе. Это, наверное, основное. Потому что у нас этот период, как раз второй половины октября, еще будет сопряжен с коридором затмений. И начинается с 14 октября, и это в знаке Весы, солнечным затмением этот коридор, и 28-го, то есть до конца практически месяца, это будет лунное уже затмение, закончится как бы этот коридор в знаке Телец. И Весы, и Телец – это управитель Венера, поэтому отношения и финансы. Вот такая ось для нас, для всех будет актуальна. И причем нет чего-то нового, скорее всего. Здесь только новый взгляд на вещи, на дела, на какие-то события. Ваши новые выводы могут быть по какой-то прежней истории. Нас словно обстоятельства подталкивают к какому-то важному решению. Принять его как будто. Может быть, это уже то о себе напоминает, что было для вас актуально на начало года или на апрель. Но квинтэссенция, наверное, мы собой не рискуем. И риск тут любой, он не оправдан, потому что что-то мы просчитать не сможем. Что-то неизбежно еще не закончится, будет к продолжению. Почему? Потому что Юпитер и Уран, мои дорогие, Уран связывает с планетой-разрушителем, но это перемена, это не разрушитель. Это, знаете, как пункт, точка невозврата к какому-то прошлому. И это будет у нас, как и Юпитер и Уран, в знаке Тельца в ретро-движении до конца, практически до 31 декабря 2023 года. Поэтому это тоже нужно учитывать. Ну, давайте мы с вами узнаем, что нам подскажут карты. Я уже подготовила эту замечательную колоду. Что придет? Первая карта. А что уйдет? Может, мы совершим что-то? Чем дело кончится? А что нас будет радовать или чем сердце наше успокоится? Мои дорогие близнецы, что скрыто, имеется в виду, чему-то вы можете не придавать значения или чему-то не видеть еще. И мы достанем 3 карты. Может быть, это 3 события или событие одно с несколькими составляющими. А может быть, это и какая-то история, которая с продолжением долгим. Итак, давайте мы узнаем. Первая карта. Что придет? Карта силы. Все в вашей власти. Вот что захотят близнецы, а вы можете это себе создать. Я бы сказала, новое качество жизни. Но, безусловно, это карта дипломатии. Посмотрите, прекрасное дело, как будто не просто воздействует на льва, а на каком-то интуитивном уровне это как единое целое. Лев – это прообраз нашего эго. Это то, что мы хотим совершить. Это то, что нам как будто в реальности подвластно сделать. Вот сделать сказку былью, я бы сказала даже так, или то, что, о чем вы мечтаете. Вот, наверное, в целом так. И по этой карте как раз у нас все получится. Да, это карта стойкости, мужества и сила преодоления препятствий. Но нам как будто пространство будет помогать. Видимо, пространство Вселенная очень хочет, чтобы близнецы были счастливы, продуктивны в целом, мои дорогие, период. Что уйдет? Какая-то трансформация. 13-й аркан. Уходит то из вашей жизни, чему не место, что должно было закончиться. Или вы будете пересматривать, как я сказала, методы, способы в взаимоотношениях, может быть, отношения к финансам, по работе. Не удерживайте то, что из прошлого, словно отталкиваясь от вас, стремится освободить от своего присутствия буквально. И здесь ведь проиграется, посмотрите, у вас 2 старших аркана, достаточно серьезных. Перемены какие-то неизбежные, но когда выпадает карта трансформации, мы не должны что-то педалировать. Это будет, ну, важно.
время перемен само по себе, как будто для вас, и говорит, что с одной стороны, отпусти старое, с чем-то смирись. Может быть, мы хотели какое-то дело совершить в одном ключе, а вот у нас так не получится. Но какая-то составляющая нашей жизни, она уже как будто сама по себе, может быть, разрушилась или прекратилась. И у вас в позиции, что уйдет. Вот какая-то, может быть, отчасти неразбериха, какие-то сожаления. Может быть, с этим уйдут и где-то наши иллюзии, мои дорогие. Не без этого, но, видимо, для нас это очень актуально, потому что по карте сила, большие возможности. И тут самое главное, ну вот как-то рационально для себя на будущее заложить как свои действия. Или если мы хотим определенного качества жизни, значит придется нам как-то пересмотреть или принять то, что сейчас сама по себе эпоха перемен. И что-то просчитать мы не можем. Стало быть, не стоит расстраиваться, если, ну, словно Вселенная что-то ломает, мы на это повлиять не можем. Иными словами, отпускаем, ну, наверное, с благодарностью: спасибо, прошлое, что ты было, но я иду вперед. Вот где-то так. Чем дело кончится по пятерке воды, да, прекрасная карта, и нам карта говорит о том, что добрее быть к своей собственной душе. В этой карте есть еще такое значение, как выплакать словно горе. Или допустить, понять, может быть, принять скорее, что наша жизнь, она как волна морская, приливы и отливы. И если в чем-то был минус, неизбежно по закону маятника или по закону волны будет и плюс, что уходит, что завершается. Вот те эмоции, которые нас чем-то, ну, не радовали, разочаровывали. Может быть, мы очень хотели что-то совершить, но тем не менее у нас не получилось. С учетом карты трансформации вы просто будете принимать вещи как данность и о чем-то не сожалеть. Завершается еще и период разочарований, мои дорогие. Вот это тоже важно. Давайте мы посмотрим, а что же нас будет радовать или чем сердце успокоится. Девятка воздуха. Это колода добра, и она нас учит принять какую-то реальность. Не мучить себя по поводу того, что мы не в силах изменить. И девушка у нас как ангел изображена на вершине скалы, словно она парит, и вокруг птицы. Много мыслей может быть. Прощание как с иллюзиями, так и одновременно со страхами вас будут радовать. Что скрыто, давайте мы узнаем. Вот, может быть, такой момент. Маг. Удивительно, это вот редко очень бывает. Посмотрите, карта силы, карта мага. Огромные возможности, так и ресурсное время. Вы можете еще до конца не ощущать в полной мере свою силу. И те возможности, которые к вам будут приходить, вы их тоже пока не видите. Вас карта приглашает оттолкнуться от собственной силы и буквально стать алхимиком, магом. Поверить в то, что я могу все, то, что я задумал. Если я правильно где-то просчитаю, если я буду держать руку на пульсе, видеть, каковы обстоятельства вокруг меня, и правильно рассчитать, опять же, или действовать сообразно моменту. Вот эта алхимия силы, духа и воли и мастерства поможет мне добиться всего, чего я только захочу. Здесь именно алхимия проходит по этой карте. И с одной стороны, как я сказала, силы духа, или это воля имеется в виду, но и мастерство, ваши какие-то навыки. У кого-то это может проиграться, как и в личной жизни, у кого-то в личных достижениях, в способах заработка. Для вас открывается прекрасное время, но, видимо, неизбежно, как переход через какие-то изменяющиеся события, вот это ваша внутренняя трансформация. Может быть, что-то прогоревать, что-то проплакать, отпустить, как и печаль, как и иллюзии, и, простившись с прошлым, идти дальше. А посмотрите, какие возможности. События. Вестник огня. Нам захочется настоять на своем, да, показана девушка, посмотрите, у нее как венок из свечей на голове. Это когда очень хочется пропедалировать какую-то свою ситуацию. Хотя по этой карте нам говорят, будь готов к неожиданностям. Вот правда, значит, какие-то неожиданные события, тем не менее, могут быть.
Но это, знаете, карта творчества, карта энергии, какого-то импульса, когда мы хотим осуществить желаемое с новым вдохновением, построить какое-то новое качество жизни. Опять же, по этой карте мы должны быть готовы к неожиданностям. Здесь могут они пройти. Причем эти неожиданности мы как будто своим путем, дорогой можем себе добавить. Вы задумали конкретное дело какое-то, да, и вроде бы вы просчитали, а нам карта говорит, а ты тут не просчитаешь, тут надо быть магом и карта сила. Тут надо быть готовым к неожиданностям. Это ведь банально может проиграться, пошли оформлять документ, а у нас выходит так, что новый порядок, какая-то новая структура, новый чиновник, или как-то по-другому нужно сделать или оформить, или пусть это касается, к примеру, вашего переезда. Думали, уеду я в одну сторону или в одно время, или в одну местность, а здесь мы что-то кардинально можем передумать, сам отъезд как будто не отменяется, но вот кардинально, тем не менее, в каком-то новом ключе вы тоже что-то можете себе переосмыслить. Второе событие. Пятерка воздуха, посмотрите, девушка легкая, парит как будто, но по сути она танцует на пуантах по канату. Нам придется балансировать. Может быть, по этой карте где-то уравновесить, у вас сил будет более чем достаточно, какую-то реальность, возможности и то, что я хочу осуществить. Эта карта нам говорит не рисковать. Здесь нет события. Видимо, много будет планов в вашей голове, мои дорогие близнецы, и вы будете чувствовать свои возможности, но карта нам говорит, не должно быть никакого риска. И, может быть, поэтому держать руку на пульсе. Вот эту карту, силу, мастерство мага, так и ваши возможности. В целом у вас два старших аркана. И понятно, что у каждого своя судьба. И обстоятельства вокруг вас тоже у каждого свои. Поэтому самое главное, не подвергайте себя риску, продолжайте свои планы, но с учетом тех ситуаций и обстановки, в которых вы находитесь. Научиться, правда, танцевать на пуантах, какой-то волшебный танец по канату. Будьте справедливы, как и с самим собой, так и с временем, пространством. Здесь должно быть все просчитано, как по магу. И третье событие. Тут у кого-то много разных событий, новые способы заработка, двойка земли, обучение. Мы впоследствии, как будто нам, даже если мы чему-то учимся, нам это пригодится. По двойке земли здесь больше мы адаптируемся к какой-то ситуации, мы легки на подъем. По этой карте мы открыты миру. Наверное, новые возможности, помимо того, что вы хотите осуществить, вы даже не видите, куда вас словно может завести судьба. Или обстоятельства будут так развиваться. Поэтому нам и карта говорит, будь готов к где-то неожиданностям. Может быть, и обстановка для вас со знаком плюс складывается так, что куй железо пока горячо. Перемены как будто сами по себе неизбежны. Что-то мы тут наверняка не можем просчитать. Но по этой карте работа в радость, баланс где-то между работой и отдыхом, само по себе благополучие и умение, наверное, балансировать. Верьте в свою звезду, верьте в свои силы, мои дорогие. Верьте, что вы сумеете подметить любой какой-то нюанс, который может свидетельствовать о смене обстановки вокруг вас, чтобы вовремя что-то предпринять. В целом, вот так, если подвести весь наш прогноз, не увеличивайте какую-то дистанцию или конфликт просто как по магу, да, вам придется манипулировать. Манипулировать как и обстоятельствами, которые вокруг вас, в той мере, насколько вы можете на это влиять. Может быть, это будут много людей в этот период, во вторую половину октября, но словно новые возможности вас зовут. И поэтому, как повторяюсь, держим руку на пульсе, так и будем реалистами. Все-таки у вас две карты, сила и маг, и та, и другая карта нам говорит о неограниченных возможностях. Но задумки у вас будут у каждого свои. И даже если вы находитесь в обстановке, которая сама по себе какая-то деструктивная или сложная, или опасная, мои дорогие близнецы, вы можете просчитать до мельчайших что-то подробностей, благодаря тому, что, наверное, слияние мастерства и силы духа перед вами откроет, как и новые перспективы, и даже из самой патовой ситуации какой-то выход. Перекладывайте на себя
и будьте счастливы и любимы всегда, мои дорогие.